Девочки, мальчики, ну что, я приветствую вас в гостевых пространствах нейроведьмы. Знаете же, вот есть такое, что энергетика, да, мест может отличаться. Так вот, я сейчас просто нахожусь достаточно высоко, и мне кажется, что это могут быть какие-то прям совсем новые энергии. Я прям физически высоко нахожусь, этаж высокий. Да и само место, знаете, такое знаковое. Очень интересно, как отыгрываются энергии. Знаете что, давайте проверим, потому что у меня есть карты метафорические. Я не знаю автора. И когда мне, в общем, притащили эту колоду, я не буду на этом работать. Но что-то внезапно я захотела ее потестить. Ну, давайте посмотрим, потому что она, конечно, странная очень. Я в последнее время очень скептически отношусь к маг, потому что, знаете, вот это вот они рисуют и считают, что вот это подсознание, оно, знаете, выкрутится, и любую бельберду, которую они нарисуют, да, как-то интерпретируют. Вот я такая, не, я не буду облегчать никому работу. Но, однако, давайте смотреть, как нас вообще место с вами воспринимает, в котором я снимаю расклад. Вот, смотрите, идет какой-то вот чувак, да, каким-то людям, которые уже, видимо, научились, да, ходить по воде, они его ждут. И вот на самом деле это интересная, конечно, метафора. Я уже ухожу в состояние потока, потому что мы же будем смотреть с вами хранители рода. И вот представьте, что вы этот человек, и вас ждут, и, скорее всего, будут передавать вам какие-то послания, и, может быть, даже расскажут, как быстрее к ним дойти. Может быть, кто-то из вас на сегодняшнем раскладе как раз ощутит силу единения со своей родовой системой. Я скажу сразу, что я не сильна, я не родолог, не кармолог, я против того, что это нужно постоянно отрабатывать, потому что рассказывала, да, что я так присутствую периодически на всяких форумах там волшебных. И, значит, женщина там спрашивает, а что я такая несчастная по жизни? И ей это говорит, у тебя карма не отработана, или там у тебя в 5-м поколении, короче, бабка гуляла там, ну или еще что-то. И ты думаешь, вот, а она же за всю жизнь, вот она все это будет прорабатывать, а у нее не будет времени на себя, она будет считать, что она заложник родовой системы. Я так точно не хочу. Поэтому, собственно, послание хранителей рода я буду делать для вас максимально, знаете, как заземленное и приземленное. Окей? Потому что мне не надо, чтобы вы 5 жизней это отрабатывали. Да, мне нужно просто, чтобы вы получили послание, что-то раз отрефлексировали, проинсайтили себя и пошли, как бы, да, поработали с этим, все, вышли, освободили энергию. Ну вот, давайте уже на самом деле смотреть, да. Давайте смотреть, потому что вот первый камень сегодня вас ждет. Зеленый, второй синий и как бы третий оранжевый. Послание хранителей рода на метафорических картах, и я вполне возможно там домиксую их колоды, Таро. Посмотрим, собственно, потому что я говорю, что я на этой колоде не работала, я даже не видела эти картинки, это просто премьера. Не думаю, что я буду еще на ней работать, если ваши хранители захотят сегодня общаться через эту колоду, отлично, но если нет, такой, знаете ли, эксперимент у нас с вами. Напишите мне, пожалуйста, потом дайте обратную связь, зашло, не зашло, что мне самой интересно. Итак, зелененький, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Послание хранителей рода. Вот я, наверное, странная, да, ухожу в сопротивление работать с этой колодой, но все равно работаю. Да, я 3 квартала бежала за вами, да, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Так вот с этой колоды. Так, давайте, кто вы сейчас, да, для ваших хранителей рода? Как они вас видят? Слушайте, вот ощущение, что вполне возможно, как они вас видят, да, что все вот у вас хорошо, да, здесь такая девушка-хозяюшка, коты там что-то тырят. И, тут мы, конечно, котов посмотрим, зачем они у меня сосиски тырят из холодильника. Опять же, это же моя ассоциация. Вы же можете видеть что-то другое. Вот она, значит, пишет здесь какое-то послание, да. Вот. И я так понимаю, что с одной стороны она хорошая хозяйка, а с другой стороны вот ее ресурсы безбожно тырят, потому что коты вместо того, чтобы ловить себе мышей, да, тырят сосиски, соответственно. То есть они не выполняют свою функцию, а она как-то, знаете, умилительно на это все смотрит. И вполне возможно, как бы это же про то, что у вас действительно много ресурсов, и вам родовая система много дает, вы просто не умеете ими распоряжаться. То есть вы позволяете, чтобы кто-то другой прям тырил ваши родовые ресурсы. Не надо так точно. Сейчас я немножко дополню.
Давайте так. Мы сейчас посмотрим, кто эти мыши, кто эти коты, да? Так же сделаем. Давайте. Мыши эти кто? Ну, это вот, скорее всего, знаете, либо какие-то ваши прошлые члены семьи, может быть, да, бывшая какая-то история, да, может быть, это про то, что вы должны передавать какие-то, смотрите, семейные ценности уже непосредственно вашей семье, да, получается, что ваша семья к вашим ценностям, которые были заведены в вашем роду, как-то относится, знаете, без уважения. Да? Может быть, сейчас нам говорят о том, что не хватает уважения к родовой системе, когда, например, мы своим детям не рассказываем, какие замечательные были там или есть бабушка с дедушкой. Да? Какое-то, вот смотрите, ощущение пренебрежения нового поколения, ну, по отношению к вот такой системе старой, возможно, да, может как-то, знаете, эти, там, допустим, ваши дети не очень часто там посещают ваших бабушек, дедушек, вот такое вот все, видите. Коты, давайте смотреть, кто же тырит вообще ресурсы ваши, кто же тырит. Паж Пентаклей, ну, наверное, какие-то недостойные личности, может быть, но, в принципе, Паж Пентаклей это неплохо же, собственно, да. Это совсем неплохо, но это мелко, понимаете? Потому что вы тут больше, наверное, по энергии как королева Пентаклей. Или там, я не знаю, какая-нибудь жезловая. Ну, в принципе, наверное, Пентакли. Еще, кстати, хочу сказать, если уж вы уж так меня смотрите, такое ощущение, что вы призовите домового, и он там всем, значит, это даст там звезд на погоны. Ну, или какой-то, знаете, родовой у вас маленький хранитель, если, может, бесенок, я уж тут. Ну, знаете, я просто ко всем абсолютно уважительно отношусь, у меня нет плохого и хорошего, если только на меня просто какую-то грязь не делают, там, или, допустим, на моих там каких-то близких. Вот, потом, в принципе, вот я к этому всему нормально отношусь, как к части экосистемы магической. И вполне возможно, у вас там по роду есть вот эти все, да, ребятки, как крепостные их, кстати, еще называют. Мне это не нравится очень, потому что мне вообще не нравится понятие, что вот они тебе служат, вот, но, опять же, договариваться можно только с теми, кто вот там выше сознания. Вчера, кстати, экстрасенса там смотрела, вот, интервью. Интервьюер мне вообще не понравилось, потому что видно, что она не в теме, а сам экстрасенс неприятен. Несмотря на то, что он там с чем-то черным работает, ну, такой медийный парнишка. И вот он как раз говорил, что действительно там бесы, вот у них сознания сильно нет. А вот если вот выше иерархии, например, или там уже демоны, да, которые называют как прорабы над вот этими всеми мелкими сущностями, вот так уже можно договориться. Так я хочу сказать, что у вас в доме что-то есть, понимаете? Что-то есть. Может быть, какое-то присутствие вы можете ощущать, соответственно, да. Может быть, что-то, знаете, чужое, чуждое привнесено в этот дом, и поэтому там прям энергетика нестабильная. Прям вот, знаете, разгулялись, как это сказать, вот эти вот маленькие там, не знаю, то ли сущности, то ли что-то еще там, да, такое ощущение, что прям портал. Это же непонятно, ну, это же не то, что прям дом у вас ходуном ходит, а вот как-то хранители-то вообще беспокоятся по этому поводу, потому что что-то привнесено, вот смотрите, Паж Пентаклей, вполне возможно, проверьте что-то на уровне входной двери, потому что кто знает, что вам могли подкинуть, соответственно, какие там у вас соседи, вот что еще, потому что, в принципе, дом-то показывает полная чаша, и вполне может быть, что вы могли, знаете ли, навлечь. Да, есть такое, потому что мне показывает прям отток энергии куда-то идет. Вот видите, вот ваши хранители прям беспокоятся по этому поводу. Сейчас я еще немножко попытаю их. Видите, какие странные, да? Вот послания все же получаемые. И давайте немножко про мышей. Вот, когда я сказала о том, что вот не очень уважительно могут относиться, да, какие-то вот маленькие родственники к бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прочим. Спрашиваю, почему? Ну, тут, наверное, про то, что когда-то, знаете, могли обесцениться какие-то древние знания, да, а тут хранителям рода еще не очень нравится то, что пропало вот это понятие, знаете, как преемственность поколений.
да, когда вот были когда-то диаспоры, были, допустим, ну, какие-то, не знаю, там, родовые гнезда, а вот сейчас ощущение разрозненности. И вот когда-то ваш род, он был достаточно крепкий, сильный, и для вашего рода действительно очень такое важное понятие, как родовое гнездо. И вот где оно у вас сейчас? Да, потому что ощущение, что прям разлетелись эти птицы из гнезда, да, а вот это наставление родовое, как будто вот какие-то родственники здесь не получили. Сейчас вот посмотрю, что привнесено вообще, да, что это за история такая, куда мы с вами полезем. Мгм. Слушайте, ну смотрите, это, кстати, может быть какой-то подарок, да, от близкого человека, может быть, от любимого человека, который, смотрите, вот сейчас, видимо, далеко от вас и наблюдает. Скорее всего, наблюдает за этими действиями, да, которые должны разворачиваться, вот когда вы этот подарок принесли. Но что-то теперь нестабильно либо в вашей жизни, да, либо в вашем доме. Сейчас посмотрю, что это такое. Ну вот, смотрите. Солнце, королева жезлов и десятка мечей. Прям вот что-то такое, знаете, прям на перекрытии лежит у вас дома, да? Солнце, королева жезлов. Что это может быть? Это что-то, что может подчеркивать вашу красоту. Зеркало может быть здесь. Император перевернутый. По жезлу что-то, что не дает вашей жизни проявиться и появиться новой энергии, новым людям, новым мужчинам в частности. Как будто вот есть что-то в доме, что запирает, понимаете, вот эту энергетику, да, это может быть под какого-то конкретного человека, вот как и получается, что новые не вот в вашу жизнь не приходят. Да, и вот как раз вот ваши родовые хранители этим очень сильно обеспокоены. Совет возьму у них. Ну вот более чем все понятно. Посмотрите, есть влияние прям человека. Посмотрите, он эту женщину, да, со всех сторон просто как змей душит вообще, да. И вроде как они вот семья, и может он говорить, ну слушай, ну вот это же я ж тебя люблю, или я забочусь, или еще что-то. Но посмотрите, она ему этими руками задушена, буквально задушена. Потому что они разные, да. Вот, и ей как бы кажется, что вот он больше, круче, мощнее, надежнее, чем она. Но есть ощущение, на самом деле, что она вот этот слон, а он вот этот кроличек. А у них, смотрите, как вот это все поменялось, да, в жизни. И как вот ну, с ног на голову. Вот этот человек убедил, понимаете, вот эту женщину, ну, в том, что она как вам сказать, ну, подчиняться ему, что ли, должна, вот через какую-то вещь. Вот либо это ваша история, либо какая-то родовая, знаете. Какое-то прям напоминание. И женщинам, кстати, очень сложно выстраивать отношения. Женщинам в роду очень сложно выстраивать отношения. Как будто какие-то сущности отгоняем, говорит. Ну, тут не то, что, знаете, даже сущности отгоняют. Скорее всего, просто женская какая-то энергетика, она не в порядке, она, правда, может отпугивать немножко. Поэтому вот, собственно, если хотите в отношения, потому что вот ваши предки очень сильно этого хотят, вам действительно вот эту энергетику королевы Пентаклей в порядок привести, понимаете? Потому что, с одной стороны, вроде королева Пентаклей, но вашими ресурсами управляют все, кому не лень. Это неправильно совсем. Ну, у вас еще интересная такая миссия нести ценности рода, получается, да. Из-за этого вот вы как проводник получаете ценности родовой системы, вот, а вам как бы родовая система действительно отдает больше ресурсов, чем другим, да. Потому что, смотрите, вот вы как наставитель молодого поколения, иерофант, учитель, может быть. Чувствуете в себе такие способности? А вот они есть.
Мы их с вами нашли. Вот такая интересная позиция была по первому варианту. Двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Буквально одной карты. Кто же вы для хранителей рода? Кто же вы для хранителей рода? Как они вас видят сейчас? Напоминаю, что карты метафорические, они, надеюсь, что очень хорошо будут видны в кадре, поэтому вы можете словить свою ассоциацию, потом написать. Вот кто вы для хранителя рода? Ощущение, что вы как раз в какой-то момент упоролись вот этими всеми отработками кармическими, знаете, вот это все. Потому что это бегство по кругу. Вот ощущение, что вы повторяете один и тот же сценарий, да, или ведетесь на тех людей, которые говорят, что вот ты сейчас отрабатываешь вот этот сценарий, или там тебе там, не знаю, нужно пройти там 18,5 кармических уроков, а потом у тебя будет все хорошо. Ну, то есть и сама по себе карта, она говорит о том, что движения же нет, правда? Движения нет, и вот эта прекрасная девушка, она вот как будто вот прям соткана, у нее отдельно голова, отдельно тело, ручки. Интересно, конечно, с другой стороны, этот поезд, да, он все-таки доедет, да, до какой-то точки, и, может быть, дальше устремиться там, к какому-то городу или что-то еще. Это может быть про то, что в вашей жизни люди не задерживаются. Да, вот он случайно попадает, человек, потом раз там проезжает через ваше сердечко или манипуру, да, и, собственно, дальше. Как-то непонятно на самом деле, куда же там рельсы эти ведут. Может, вы поезда поедаете? Может, вы бортпроводницы, девочки? Тыдых, да, такой. Что у нас еще? Красивая карта. И вот смотрите, здесь по сути же про то, что не хватает легкости, да? Смотрите, легкости-то не хватает. Получается, кораблик к рыбе привязан. И вот эта рыба, она, знаете, как вот как подводная часть, как теневая, может быть, часть. И вот эта вот теневая часть, она же не принятая у нас получается, и это не мешает нам двигаться вперед. Но это больше такие, знаете, моменты со стороны. Давайте все же посмотрим, что же нам хотят хранители сказать, да? Потому что они вот видят, как будто мы миссию не выполняем, как будто очень много фальши в том, как мы живем, да, или огромное количество негативных установок у нас в голове. Тут еще знаете, какой момент, что вам очень сложно отпускать. Вы как будто циклитесь на одном и том же сценарии, не понимая, что действительно есть какие-то безграничные возможности. Нет у вас ощущения безграничных возможностей, потому что, скорее всего, возможности вам-то и не сильно даются, да? Что там говорят ваши эти хранители по этому поводу? Как будто вы сами, говорит, их не берете. И тут на самом деле, кто приходит, здесь хранительница женщина. Хранительница женщина достаточно жесткая, и вполне может быть, что вы как-то ее, в принципе, можете не разделять, потому что она очень жесткая сама по себе. Она такая, знаете, такое ощущение, что может там сердце есть, но оно как камень, пусть и драгоценный, вот ощущение, что может там правда, знаете, как мертвое внутри. Или, допустим, уже достаточно старая и мудрая. Сейчас посмотрим. И что там эта хранительница? Вот ощущение, что она действительно вмешивается, как бы вам кажется, что это очень болезненное, да, все. А здесь на самом деле вмешивается просто, чтобы вы вышли из этого замкнутого круга, чтобы вы не тащили сценарии, и, скорее всего, если обращаться к этой хранительнице, она как раз и поможет выйти из этих сценариев. Смотри, туз мечей, да, рыцарь мечей. То есть на самом деле вот твоя хранительница или хранитель, да, но здесь больше как бы женская энергия, но женщина такой зрелый. Вот, она может быть при жизни там, да, была достаточно резким человеком, знаете, как сказали, типа, как сказала, так и отрезала, но вот она, правда, руб, да, а она такая, типа, могла быть достаточно грубая, там, типа, да не неси фигни, да что ты это там все, вот, но это ее способ мотивации, то есть, если она, ну, очень сложной судьбы, понятно, что просто так вот люди такими токсичными не становятся, вот, потому что она не умеет по-другому помочь, она не будет на ручки брать, она тебя, знаешь, подзатыльник тебе даст. Вот это сейчас
пришел к вам? Узнали? Кто там? Бабушка, прабабушка? Так, и что сказать-то вам хочет? Просто предупредить, что обманывают вокруг, да? Обманывают, говорит, тебя. Кто и что? Знаешь, как думает, как обмануть, думает, знаешь, вот какой-то волк в овечьей шкуре, и вот думает, какое лицо примерить, чтобы тебя в чем-то обмануть. Думает, как тебе подойти, думает, как тебе подкатить. Вот какая-то такая история. Но еще есть ощущение, что тебя правда могли отвести от какого-то человека, да, как будто здесь уже просто жестко принимается решение, что он не нужен вообще в нашему роду, он ничего не даст, ни ресурсы никакие не принесет, и только он вор, говорит, ресурсов, он не приносит свои, он наши, говорит, берет. И тут вот эта бабуся, которая, скорее всего, стоит на страже вот этого, да, ваших этих родовых сокровищ, ресурсов, сказала, ноги его еще у тебя не должно быть рядом с тобой, понимаешь? Это по второму варианту. Кого-то выгнала поганой метлой. Прям сильно переживает за тебя, говорит, врет тебе много. Что еще нам хотят хранители рода, да, донести? Посмотри, говорит, как ему это, говорит, вот эти его намерения дурные, да, связали, говорит, как вот эту вот черную душу обнажили. Я не знаю, что, откуда я вот это все несу, потому что это вообще не мой словарный запас. Тут, видимо, какая-то, да, прям это деревенская история больше сегодня, да? Бабушкин, может быть. Тут женщина, знаешь, набожная, она точно про христианство. Это не какая-то языческая история. Это вряд ли ислам. Ну, хотя, как знать, потому что она говорит, типа, что именно дьявол и Бог, да? Вот такое ощущение, что вот как будто молитвами от дьявола уберегли. Вот что-то, говорит, сам дьявол, говорит, к тебе пришел, а тебя, говорит, от дьявола защищает. Ну, она про человека же говорит, да? Это же не про то, что к тебе сам нечистый пришел. Хочу спросить, от чего уберегла? Наивная, говорит, очень, очень, говорит, наивная. И вот, собственно, вот эта наивная, душа чистая, ну защита же есть, да, защита же, вот она родовая стоит, смотри. А это, говорит, не знает, как тебе уже на какой совраскиной кобыле вообще подъехать, да? Ну вот, как будто прям забор. Совет тебе давай возьмем. Совет, что же тут бабушка-то советует? Вот, и вот посмотри, как здесь говорят, что вот это вот, скорее всего, тебе уже подобрали тут кого-то, да? Тут бородатого и вот это ребятенок и все. Вот тебе совет, что. Тут какой-то кот-горошек. Ну вот потому что здесь прям какие-то семейные узы, да? Вот это семейные узы. И вот такого же, видимо, хотят или будет в твоей жизни. Тут вот тебе какую-то семейную историю показывают. Хочу понять, что такое. Что там тебе эта бабушка-то говорит. Ой, все какую-то любовь показывает. Все какую-то любовь. И взаимную, смотри. Здесь снеговики тут какие-то сидят. Ну, это, видимо, с весной встретишь кого-то, смотри. Да, Паша говорит, медведь твой в спячке еще в зимней спит. Гномы его охраняют. Потом придет весной. Жди. Время, говорит, не пришло еще. А вот такое ощущение, что ты вот не своих принимаешь за своих, а они вот они, волки в овечьей шкуре. Ну ж как вот, бабуля-то твоя, или кто там, она не знаю тебе.
это переживает, что душа чистая, да очень много охотников за добром, за преданным, за добром, да вот это все. Как знать, знаешь, может и сдерживают от тебя, чтобы ты вот это приключение-то не нахватала себе. Вот такая интересная позиция по двойке была. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Кто вы там для хранителей рода, как они вас видят? Карты метафорические, увидеть можете все что угодно. Было бы, знаете ли, желание. А я уж трактую, что у меня здесь в потоке, да, что шепчут мне здесь, стоят ваши. Кто-то же сейчас придет с хранителей. Как вас видят? Какой вы уютный толстячок, да? Как вас видят? Вот этим клоуном, который что, улыбки собирает или ждет, чтобы они созрели? А вы до сих пор живете, да, в ожидании одобрения других людей или что? Или сами по себе добрый человек по жизни? Улыбки эти собираете? Да, посмотрите, какой вы просто вот большое любящее сердце. Это вы. Вот так вот видят вас. Посмотрите, и добрые, и открытые, да, и весь мир в ладонях, и вот это все, и улыбки вы дарите, и сердечные, и есть такое, что, может быть, вы больше сердцем своим живете, нежели мозгом, да. Ну, я уж не знаю, что такое мозг или нет. Вот смотрите, вот два человека действительно плывут навстречу. Это вот, может быть, какие-то даже романтические ощущения, ожидания от жизни, да, это когда мы такие, и типа и целого мира мало, и про какую-то прям сильную любовь, и про вот какую-то радость, она же, ну, не всегда мы можем говорить, что мы там радуемся, как ребенок. Но вот у вас на самом деле очень много какого-то романтизма, знаете, вот ощущение жертвенности ради партнера. Может быть, это про то, что вы отношения начинаете, то есть вам нужно сначала в дружбу войти, да, человека узнать там ближе, то есть не бросайтесь в ум с головой. При этом говорят, что достаточно влюбчивые, открытые по природе своей. То есть даже если вас обижать, вы как-то даже и это сдачу не дадите, не умеете как будто отставить себя. Но я могу сказать, что вас как-то сильно-то обижают, в том плане, что там столько любви, и для злых людей вы прям блаженными можете казаться. Типа, ой, да чё он, типа, клоун, короче, такой, да, или во что-то верит, в какую-то утопию тупую, а такого не существует, надо в реальность вернуться. Мы немножко, может быть, живем в каком-то, знаете, вымышленном мире своем. Говорят, ой, типа, как большой ребенок, да? Хорошо. Что там хранители по этому поводу? А вот нравится это хранителям, потому что, скорее всего, вот ваша эта миссия, знаете, любовь-то приумножать, потому что чистая, вот если, конечно, вас вот это не ломало жизнь сильно, то вот такая королева чаш, да, и здесь про хранителя тоже хочу сказать, что женская энергия, ну, может быть, и правда, девушка младше, да, чем вот эти бабули, там, ягули наши, женская энергия. Тут, конечно, у меня такая странная инфа идет, но если вам как бы это надо. А у вас было такое, что в роду утопленники были? Я уж, конечно, не знаю, что там с точки зрения всех этих церковных иерархий и прочее, но у меня ощущение, что, правда, хранителем девочка, может быть, которая утонула, там, знаете, или без вести пропала, или с водой, короче, что-то связано, не знаю. Сейчас посмотрю, как к вам относятся. Как к вам относятся? Королева мечей — это вы. Шестерка чаш. Как будто говорит, вот прям сердится, что забыли ее. Забыли, говорит, ее. Девочку вот эту. Интересно, конечно. Мне, конечно, не хватает прям этих оракулов. Попробую, конечно, метафорическими картами. Правило, неважно, что из чего мы читаем. Чего она сердится так сильно на вас? Сердится на вас.
Но тут, наверное, про то, что она помогает, а вы помощи-то это не видите, да? Как будто вот она слова какие-то говорит, а вы не слышите, да? Потому что вот не понимаете, что это такое. Может быть, у вас, правда, какой-то тоненький голосок в голове, может, интуиция, может, еще что. Он говорит, да я, говорит, уже замучилась помогать-то. Ну, в том плане, что я спасаю, я тяну. Человек обратно скатывается. Ой, она же еще задохнулась, да. Я вот не могу понять, что это такое. То ли газ, то ли вода, потому что мне вот эта вот жидкость идет. То ли, может, жидкость в легких. Вот что-то такое прям. И вот пришла, смотрите, общаться с вами. Говорю, что вот она, верховная жрица, связь с миром мертвых. Вот прям вот здесь точно. Ну, это же не мысль, что это хранительница рода. Это, скорее всего, человек, который взял на себя достаточно тяжелую карму рода. Понимаете? Какую-то сложную карму рода взял. Вот, пожалуйста, тебе, да, жрицы и повешенные. То есть непонятно как, может быть, искаженная информация какая-то идет. Может, человек вообще просто, знаете, без вести пропал. Вот информация скрыта, да? Информация скрыта. Почему скрыта информация-то? Вот. Я говорю, что вот сейчас мне стоит и говорит вообще. Вот она, карта смерти. Непонятная смерть. Либо смерть непонятная, либо непонятно где. Может, душа неупокойная какая. Посмотрите, перевернутая справедливость. Просит справедливости. Да, просит признать ее, может быть. Душу отпустить, да? Вот она. Это что-то неупокоенное рядом с вами. Вот какая-то мистика троечки, потому что спрашиваю, что хочет сказать вам, и у меня вот это все начинается. Что-то прям пришло к нам. Когда вот эта сила приходит, ты можешь даже на метафорические карты говорить, может, на камнях даже. Не важно на чем, что ровно, что Таро, что это. Что-то сказать хочет. Что-то сказать. Смотрите, какая защита вообще вот вашей вот этой наивности-то, да? Смотрите, как защищает. Как будто вот не дает вам действительно куда-то двигаться. Вот не знаю, у меня много воды, у меня ощущение все равно, что это вот либо задохнулась, либо топилась. Может, повешенная, да, жидкость, знаете, вот такое прям у меня странная смерть. Из-за любви, кстати, вот могло быть. Знаете, когда говорят, что может брак какой-то неравный, может боялась осуждения какого-то. Да, видите, вот эти глаза со стороны. Слушайте, опять вот эта морская тема идет. Морская или вода? Ну, знаете, что пришла-то? Почему? Потому что, говорит, вот похожи мы очень, да? И вот получается, что вот она как вот то ли вот не дожила, то ли вот как-то не воплотила свои, вот как она хотела в жизни. И вот ощущение, что, ну, как будто вот вы немножко проживаете это, как будто, может быть, вам что-то подсказывает, или хотела бы, чтобы у вас что-то получилось. Здесь вот, кстати, нужно разобраться в своих желаниях. Вот они именно ваши истины, или это желание родовой системы? То, что такое бывает, что если вот чего-то хочет родовая система, она бросает все ресурсы вам на выполнение, да? Слышали такое? Здесь нужно прям разобраться. Потому что ощущение, что пока вот вы это не выполните, да, вот как будто вам двигаться дальше не дает. Понимаете? И она не знала как. И вот эта миссия, не знаете, у нее была что-то вот. И у вас вот такая же история. Но только, в принципе-то, она не смогла и ушла, а вам прям нужно вот это сделать, прожить, дожить и вот куда-то выйти. Сейчас посмотрю. Что очень похоже, вот как, знаете, как судьба повторяется, как сценарий. Куда нужно выйти-то? Да все-таки вот в какую-то любовь, в какие-то отношения.
Да, посмотри, как нужно прям стену пробить. И вот обрати внимание, что здесь вот какой-то, может быть, момент недопонимания, да, между двумя людьми. Потому что они разные. Он зонт, она тучка. Вот это ты, скорее всего, потому что вот тебе дает прям посмотри, да, нить, а ты не знаешь, что с этим делать. Но у нее тоже так же было, понимаешь? И вот она вроде как и не нашла этот путь, а хочет теперь, чтобы ты нашла. Вот всегда с тобой рядом. Говорит, тебе больше дано. И вот как ты можешь вот это чувствовать? Вот она прям такое ощущение, что, не знаю, то ли в доме присутствие, а еще есть ощущение, что то ли какая-то фотография есть, может, в каком-то детском возрасте, может быть, в твоем родовом гнезде что-то упоминалось. Потому что я вот сейчас прям спрашиваю, несправедливо она забыта, или все-таки есть какие-то упоминания, может быть, фотографии какие-то старые. Давай спросим. Детские есть, говорит. Господи, тут еще что-то может вот рассказывать про смерть, но я что-то не могу понять, да и не хочу толком, потому что такая очень истеричная, очень спутанная информация. По наивности, на слабо, что я не знаю, что это такое, утонула, упала в колодец, что-то такое, знаете, вот по неосторожности. Вот правда, ощущение на слабо, понимаете? Да. Ну, еще история, может быть, что вот ее по наивности, знаете, заманили и что-то вот сделали. Тут уже темы идут такие, знаете, сильно взрослые, как бы не под этот сценарий, потому что, может быть, конечно, там более жестокий мог сценарий быть. Но другое дело, что вот она сейчас пришла, и она как хранитель, и прям действительно помогает, оберегает. Вот из того сценария, что вот она не вышла, надо, чтобы вы вышли. Видите? По колесу фортуны. А у вас есть все шансы выйти. И вот она об этом говорит. Не повторяй, говорит, моих ошибок. Вот такая вот у нас интересная информация была. Здесь, конечно, больше вот четко, я бы четче читала бы, но очень запутанно, и прям приходится переспрашивать и уточнять. И поймите, что расклад общий, поэтому вполне возможно, это может быть собирательный образ, но вы узнаете какие-то детали, которые могли почувствовать, что они именно ваши, потому что было очень много точечной информации. Ну вот такие у нас необычные сегодня с вами события по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.